Глава 6. Второе внимание. «Ты можешь уехать сегодня попозже», — сказала мне Лагорда после завтрака. «Поскольку ты решил идти с нами, ты должен помочь нам выполнить наше новое задание. Нагваль оставил меня во главе только до твоего приезда. Как ты знаешь, он поручил мне сообщить тебе некоторые вещи. Большую часть из них я уже тебе рассказала. Но осталось и еще кое-что, о чем я не могла говорить, пока ты не сделал выбор. Сегодня мы займемся этим. Сразу после этого ты должен уехать, чтобы дать нам время подготовиться. Нам нужно несколько дней, чтобы все уладить и приготовиться покинуть эти горы навсегда. Мы находились здесь очень долго. Труднее всего ломать. Но все внезапно закончилось. Нагваль предупреждал, что ты принесешь нам полную перемену, независимо от исхода своих сражений. Но я думаю, что никто не принимал его слова всерьез. «Я никак не могу понять, почему вам нужно что-то менять», — сказал я. «Я уже объяснила тебе», — возразила она. «Мы утратили нашу старую цель. Теперь у нас есть новая, и она требует, чтобы мы были такими же легкими, как бриз. Бриз — это наше новое настроение. Он обычно бывает горячим ветром. Ты изменишь наше направление». «Ты говоришь загадками, Гордо». «Да, но это потому, что ты пустой. Я не могу сделать это более ясным. Когда ты вернешься, Хинарос покажут тебе искусство сталкинга, и сразу после этого мы уедем. Нагваль сказал, что если ты решишь быть с нами, то прежде всего ты должен вспомнить свои сражения с Доньей Соледат и сестричками и исследовать каждый штрих, происшедшего тогда. Все это знаки о том, что случится с тобой на твоем пути. Если ты будешь внимателен и безупречен, то увидишь, что эти сражения были дарами силы. Что теперь собирается делать Донья Соледат? Она уезжает. Сестрички уже помогли ей снять ее пол. Этот пол помогал ей достигать внимания Нагваля. У линий этого пола была сила делать это. Каждая из них помогала ей собирать кусочек внимания. Неполнота не является для некоторых воинов препятствием к достижению такого внимания. Соледат преобразилась потому, что достигла его быстрее, чем все мы. Ей больше не нужно пристально созерцать свой пол, чтобы войти в тот другой мир. Поэтому в нем нет больше нужды, и она вернула его земле, где и взяла раньше. Вы действительно решили уехать, Гордо? Да, все мы. Именно поэтому я прошу тебя уехать на несколько дней, чтобы дать нам время сбыть все, что мы имеем. Должен ли я найти место для всех вас, Гордо? Если бы ты был безупречным воином, ты бы как раз это и сделал. Но ты не являешься безупречным воином, и мы тоже. Тем не менее, мы должны будем сделать лучшее, на что мы способны, чтобы принять наш новый вызов. Я ощутил тяжесть рока на своих плечах. Я никогда не относился к людям, готовым нести ответственность, и подумал, что обязанность вести их — бремя, с которым мне не справиться. «Может быть, нам ничего не нужно делать», — сказал я. «Да, это правда», — сказала она, смеясь. «Почему бы тебе не говорить себе это снова и снова, пока ты не почувствуешь себя в безопасности? Нагваль снова и снова говорил тебе, что свобода для воина — это быть безупречным». Она рассказала мне, что Нагваль требовал от них понимания того, что безупречность является не только свободой, но и единственным способом спугнуть человеческую форму. Я описал ей, каким способом Нагваль заставлял меня понять, что имеется в виду под безупречностью. Мы шли с ним однажды через очень крутое ущелье, как вдруг громадная каменная глыба отделилась от стены, покатилась вниз и с невероятным грохотом упала на дно каньона, в 20-30 ярдах от места, где мы стояли. Падение этой глыбы было впечатляющим событием. Тут же Дон Хуан увидел возможность извлечь драматический урок. Он сказал, что сила, которая правит нашими судьбами, находится вне нас и не обращает внимания на наши действия или волеизъявления. Иногда эта сила заставляет нас на нашем пути наклониться, чтобы завязать шнурки на ботинках, как это только что сделал я. И, заставив нас остановиться, эта сила заставляет нас добраться до точно определенного момента. Если бы мы продолжали идти, этот огромный валун явно раздавил бы нас насмерть. Однако в некоторый день в другом ущелье та же самая руководящая сила вновь заставит нас наклониться и завязать шнурки, в то время как другая глыба сорвется в точности над тем местом, где будем стоять мы. Заставив нас остановиться, эта сила заставит нас упустить точно определенный момент.
На этот раз, если бы мы продолжали идти, то спаслись бы. Дон Хуан сказал, что поскольку у меня абсолютно отсутствует контроль над силами, которые решают мою судьбу, моя единственная свобода в этом ущелье состоит в безупречном завязывании своих ботинок. Лагорда, по-видимому, была тронута моим отчетом. На минуту она взяла мое лицо в ладони, протянув руки через стол. «Сейчас для меня безупречность — это рассказать тебе в надлежащее время то, что Нагваль велел мне сообщить тебе», — сказала она. «Но сила должна приурочить это к точному моменту времени, иначе мой рассказ не будет иметь никакого воздействия». Она сделала драматическую паузу. Ее задержка была обдуманной. «Что это такое?» — спросил я в отчаянии. Она взяла меня за руку и повела на площадку, находящуюся перед дверью. Она усадила меня на плотно утрамбованную землю спиной к толстому деревянному столбу, высотой около 1,5 футов, похожему на пень, вкопанный в землю почти рядом со стеной дома. Там был ряд из 5 таких столбов, врытых на расстоянии около 2 футов друг от друга. Я собирался спросить Лагорду об их назначении. Вначале я подумал, что прежний хозяин дома привязывал к ним животных. Однако мое предположение было очевидно нелепым, потому что площадка у входной двери представляла собой рот открытого крыльца. Я высказал Лагорде свою гипотезу, когда она села рядом слева от меня, спиной к другому столбу. Она засмеялась и сказала, что столбы действительно использовались для привязывания своего рода животных, но не прежним хозяином, и что она чуть не сорвала себе спину, выкапывая для них ямы. «Для чего же ты их используешь?» — спросил я. «Можно сказать, что это мы привязываемся к ним», — ответила она. «И как раз это ведет меня к следующей теме, которую Нагваль велел мне обсудить с тобой. Он сказал, что поскольку ты пустой, ты должен был собирать свое второе внимание Нагваля способом, отличным от нашего. Мы собирали его посредством сновидения, а ты сделал это при помощи своих растений силы. Нагваль сказал, что эти растения собрали угрожающую сторону твоего второго внимания в одну глыбу, и что это и есть та фигура, которая выходит из твоей головы. Он сказал, что это случается с магами, которым дают растения силы. Если они не умирают, то растения силы закручивают их второе внимание в ту устрашающую фигуру. Теперь мы подошли к тому, что ты должен сделать. Он сказал, что теперь ты должен изменить направление и начать собирать свое второе внимание другим способом, более похожим на наш. Ты не можешь удержаться на пути знания, пока не уравновесишь свое второе внимание. До сих пор твое второе внимание выезжало на силе Нагваля, но теперь ты один. Именно это я и должна была передать тебе. Как мне уравновесить свое второе внимание? Ты должен делать сновидение, как это делаем мы. Сновидение — единственный способ собрать второе внимание, не повреждая его и не делая его устрашающим. Твое второе внимание фиксировано на устрашающей стороне мира, наше — на его красоте. Ты должен поменять стороны и идти вместе с нами. Может ли эта фигура выходить из меня в любое время? Нет. Нагваль сказал, что она больше не выйдет, пока ты не достигнешь его возраста. Твой Нагваль уже выходил столько раз, сколько было нужно. Нагваль и Хинаро позаботились об этом. Они обычно выдразнивали его из тебя. Нагваль говорил мне, что иногда ты бывал на волосок от смерти, потому что твое второе внимание очень любит индульгировать. Он сказал, что однажды ты напугал даже его. Твой Нагваль напал на него, и Нагваль должен был ублажать его, чтобы он успокоился. Но самое худшее случилось с тобой в Мехико. Там Дон Хуан однажды толкнул тебя, ты влетел в один офис, и в этом офисе прошел через трещину между мирами. Он намеревался только рассеять твое внимание Тоналя. Ты терзался какими-то глупыми вещами. Но когда он пихнул тебя, твой Тональ сжался, и все твое существо прошло через трещину. Ему было чертовски трудно найти тебя. Был момент, когда ему показалось, что ты ушел за пределы его досягаемости. Но затем он увидел тебя, бесцельно слоняющимся поблизости, и забрал назад. Он сказал, что ты прошел через трещину около 10 утра, так что с того дня 10 часов утра стало твоим новым временем. Моим новым временем для чего? Для чего угодно. Если ты останешься человеком,
ты умрешь примерно в это время. Если станешь магом, ты покинешь мир около этого времени. Элихио тоже шел по пути, которого никто из нас не знает. Мы встретились с ним как раз перед его уходом. Элихио был самым удивительным сновидящим. Он был таким хорошим, что Нагваль и Хенара обычно брали его с собой, проходя через трещину, и у него было достаточно силы, чтобы выдержать это так, словно это были пустяки. Нагваль и Хенаро дали ему последний толчок с помощью растений силы. И именно это послало его туда, где он сейчас находится. Хенарос сказали мне, что Элихио прыгнул вместе с Бениньо. Верно ли это? Конечно. К тому времени, когда Элихио должен был прыгнуть, его второе внимание уже бывало в том другом мире. Нагваль сказал, что твое там тоже побывало, но для тебя это стало кошмаром, потому что у тебя не было контроля. Он сказал, что его растения силы скособочили тебя. Они заставили тебя прорваться сквозь внимание Тоналя и доставили прямо в сферу твоего второго внимания, без какой бы то ни было власти над ним с твоей стороны. Элихио же Нагваль не давал растения силы вплоть до самого конца. Ты думаешь, что мое второе внимание было повреждено, Гордо? Нагваль никогда не говорил мне этого. Он думал, что ты был просто ненормальным, но это не имеет ничего общего с растениями силы. Он говорил, что оба твоих внимания с трудом поддаются контролю. Но если ты сможешь завоевать их, ты станешь великим воином. Мне хотелось побольше узнать обо всем этом, но она положила руку на мой блокнот и сказала, что нам предстоит очень тяжелый день, и нужно запастись энергией, чтобы выдержать его. Теперь мы должны были зарядить себя энергией с помощью солнечного света. Лагорда сказала, что обстоятельства требуют, чтобы мы принимали солнечный свет левым глазом. Она начала медленно двигать из стороны в сторону головой, мельком глядя на солнце сквозь полуприкрытые веки. Через минуту к нам присоединились Лидия, Роза и Хосефина. Хосефина села рядом с Лидией, та села возле меня, а Роза возле Лагорды. Я оказался в центре ряда. Все прислонились спиной к столбам. Был ясный день. Солнце стояло как раз над отдаленной цепью гор. Они стали двигать головами из стороны в сторону с совершенной синхронностью. Я присоединился к ним, и у меня возникло ощущение, что я невольно синхронизирую свои движения с ними. Мы продолжали делать это в течение примерно минуты, а затем остановились. На них были шляпы, которыми они пользовались для защиты лица от солнечного света, когда они не купали в нем глаза. Лагорда дала мне знак надеть свою старую шляпу. Мы сидели там около получаса. В течение этого времени мы повторяли упражнения бесчисленное количество раз. Всякий раз во время перерывов я собирался было делать заметки в своем блокноте, но Лагорда очень небрежно отшвырнула блокнот за пределы досягаемости. Внезапно Лидия встала, бормоча что-то очень невразумительное. Лагорда наклонилась ко мне и прошептала, что вверх по дороге идут Хенарос. Я напряг зрение, но никого не увидел. Роза и Хосефина тоже встали, а потом пошли вместе с Лидией внутрь дома. Я сказал Лагорде, что не вижу, чтобы кто-нибудь приближался. Она ответила, что Хенарос были видны только в одном месте дороги, и добавила, что она страшится той минуты, когда все должны будут собраться вместе, но уверена, что я сумею совладать с ситуацией. Она посоветовала мне быть чрезвычайно осторожным с Хосефиной и Паблито, потому что они совсем не контролируют себя. Она сказала, что наиболее разумным с моей стороны было бы забрать Хенарос прочь по истечении часа или около того. Я продолжал смотреть на дорогу, но там не было никаких признаков жизни. «Ты уверена, что они идут?» — спросил я. Она сказала, что сама не видит их, но Лидия видела. Хенарос были видны ей, потому что она пристально созерцала, одновременно купая свои глаза. Я не был уверен, что правильно понял Лагорду, и попросил объяснений. «Мы созерцатели», — сказала она. «Точно так же, как и ты сам. Мы все одинаковые. Не нужно доказывать, что ты не созерцатель.
Нагваль рассказывал нам о твоих подвигах пристального созерцания. «Мои подвиги созерцания!» — воскликнул я. «О чем ты говоришь, Лагорда?» Она поджала губы и, по-видимому, была на грани раздражения. Казалось, она еле сдерживается. И вдруг она улыбнулась и слегка толкнула меня рукой. В этот момент у нее по телу прошла дрожь. Она уставилась куда-то мимо меня, затем энергично встряхнула головой. Оказалось, она только что видела, что Хинарас пока не придут. Им было еще рано приходить. Они собираются еще подождать некоторое время, прежде чем появиться. Она улыбнулась, словно эта отсрочка принесла ей облегчение. Как бы то ни было, нам еще рано встречаться здесь. И они чувствуют то же самое по отношению к нам, сказала она. «Где они сейчас?» — спросил я. «Они, должно быть, сидят где-то в стороне от дороги», — ответила она. Бениньо, несомненно, пристально созерцал дом, когда они шли сюда, и увидел, что мы сидим здесь. Поэтому он решил подождать. Это даст нам время. «Ты пугаешь меня, Лагорда. Время для чего?» «Ты должен собрать сегодня вместе свое второе внимание именно ради нас четверых». «Как я могу сделать это?» «Не знаю. Ты очень загадочен для нас. Нагваль сделал кучу вещей для тебя с помощью растений силы, но ты не можешь провозгласить это знанием. Именно это я и пытаюсь тебе объяснить. Если ты овладеешь своим вторым вниманием, ты сможешь пользоваться им. Иначе навсегда останешься на полпути между ними двумя, как сейчас. Все происходящее с тобой со времени твоего приезда было направлено на то, чтобы заставить твое внимание действовать. Я давала тебе инструкции понемногу, точно так, как велел мне это делать Нагваль. Поскольку у тебя другой путь, ты не знаешь много из того, что знаем мы, как мы ничего не знаем о растениях силы. Солидат знает намного больше, ведь Нагваль брал ее в свои родные края. О лекарственных растениях кое-что знает Нестор, но никого из нас не обучали таким же способом, как тебя. До сих пор мы не нуждались в твоем знании. Но когда-нибудь, когда мы будем готовы, именно ты будешь знать, как дать нам толчок с помощью растений силы. Одна я знаю, где в ожидании этого дня спрятана трубка Нагваля. По воле Нагваля ты должен изменить свой путь и идти вместе с нами. Это означает, что ты должен заниматься сновидением с нами и сталкингом с Хинарос. Ты не можешь больше позволить себе оставаться там, где находишься, на угрожающей стороне своего второго внимания. Если твой Нагваль снова выйдет, эта новая встряска может убить тебя. Нагваль сказал, что человеческие существа являются хрупкими созданиями, состоящими из многих слоев светимости. Когда видишь их, кажется, что они состоят из волокон, но эти волокна в действительности являются слоями, как у луковицы. Встряски любого рода разделяют эти слои и даже могут вызвать смерть человеческих существ. Она встала и повела меня обратно на кухню. Мы сели лицом друг к другу. Лидия, Роза и Хосефина были заняты во дворе. Я не мог их видеть, но слышал, как они разговаривают и смеются. Нагваль говорил, что когда наши слои разделяются, мы умираем, сказала Лагорда. Встряски всегда разделяют их, но они соединяются снова. Однако иногда потрясение бывает таким сильным, что слои высвобождаются и больше не могут соединиться. Ты когда-нибудь видела слои, Гордая? Конечно. Я видела человека, умиравшего на улице. Нагваль говорил мне, что и ты однажды нашел такого, но ты не видел его смерть. Нагваль заставил меня видеть слои умирающего человека. Они были подобны шелухе луковицы. Когда человеческие существа здоровы, они похожи на светящиеся яйца. Но если они повреждены, то начинают шелушиться, как луковицы. Нагваль рассказывал мне о твоем втором внимании. Иногда оно было таким сильным, что само выходило наружу. Они с Хинара вдвоем должны были удерживать тебя, иначе бы ты умер. Именно поэтому он рассчитывал, что твоего запаса энергии достаточно, чтобы извлечь из себя Нагваль дважды. Но ты превзошел его ожидания и сделал это трижды. Теперь ты исчерпан.
у тебя нет больше энергии, чтобы удержать свои слои вместе в случае новой встряски. Нагваль поручил мне заботиться о каждом. Сейчас моя забота о тебе, помочь тебе затянуть свои слои. Нагваль говорил, что смерть расслаивает их. Он объяснил мне, что центр нашей светимости, внимание Нагваля, всегда выступает наружу, и именно это распускает наши слои. Поэтому смерть может легко войти между ними и полностью разделить их. Маги должны делать все от них зависящее, чтобы держать свои слои закрытыми. Вот почему Нагваль обучил нас сновидению. Сновидение затягивает слои. Маги, научившиеся ему, связывают вместе два своих внимания, и этому центру больше нет необходимости выступать наружу. Ты хочешь сказать, что маги не умирают? Верно, маги не умирают. Значит ли это, что никто из нас не умрет? Я не имела в виду нас. Мы с тобой ничего не представляем. Мы ни то ни сё. Я говорила о настоящих магах. Нагваль и Хенаро – маги. У них два внимания. Они тесно связаны, что, по-видимому, они никогда не умрут. Это сказал Нагваль гордо? Да, оба они, Нагваль и Хинара, говорили мне об этом. Почти перед самым уходом. Нагваль объяснил нам силу внимания. До этого я ничего не знала о Нагвале и Танале. Лагорда рассказала, каким способом Нагваль объяснил им значение этой решающей дихотомии. Нагваль-Таналь. Однажды Нагваль собрал их вместе, чтобы взять в горы на длительную прогулку в безлюдную каменистую долину. Он увязал кучу разнообразных предметов в большой узел, положив туда даже радиоприемник Паблита. Затем он вручил этот узел Хосефине, взвалил на плечи Паблита тяжелый стол, и все отправились на прогулку. Он заставил их по очереди нести узел и стол, и они прошли почти 40 миль, добравшись, наконец, до уединенного места высоко в горах. Когда они прибыли туда, Нагваль велел Паблита поставить стол в самом центре долины. Затем он попросил Хосефину разложить содержимое узла на столе. Когда все было размещено, он объяснил разницу между Таналем и Нагвалем в тех же терминах, что и мне в ресторане Мехико, хотя в их случае пример был куда выразительнее. Он сообщил им, что Таналь является порядком, который мы осознаем в нашем повседневном мире, а также и личным порядком, который мы несем всю жизнь на плечах, как они несли стол и узел. Личный Таналь каждого из нас подобен столбу в этой долине, крошечному островку, заполненному знакомыми нам вещами. Нагваль, с другой стороны, это необъяснимый источник, удерживающий стол на месте, и он подобен безбрежности этой пустынной долины. Он сказал им, что маги обязаны наблюдать свой Таналь с некоторой дистанции, чтобы лучше охватить то, что реально находится вокруг них. Он заставил их перейти к хребту, откуда они могли обозревать всю местность, откуда стол был едва виден. Затем он заставил всех вернуться к столу и буквально уткнуться в него лицом, чтобы показать, что обычный человек находится прямо на поверхности своего стола, держась за все предметы на нем. Затем он заставил их всех мельком взглянуть на вещи, лежащие на столе, и проверил память каждого, записывая что-нибудь и пряча. Все прошли проверку отлично. Он указал, что их способность так хорошо помнить предметы связана с тем, что они успешно развили свое внимание Таналя, внимание в пределах стола. Потом он призвал всех мимолетно взглянуть на землю прямо под столом и проверить их способность к запоминанию камешков, прутиков и всего остального. Правильно вспомнить все увиденное под столом не смог никто. Потом Нагваль все смел со стола и велел каждому из них по очереди лечь на живот поперек стола и изучить землю внизу. Поскольку немыслимо объяснить всю безбрежность Нагваля, олицетворением которого служила долина, маги принимают в качестве своей области действия участок прямо под столом – островок Таналя. Этот участок – модель второго внимания или внимания Нагваля. Такое внимание достигается только после полной очистки воинами поверхности своих столов. Он сказал, что достижение второго внимания объединяет два внимания воедино, и это единство является целостностью самого себя. Для Лагорды демонстрация была настолько ясной,
что она сразу поняла, почему Нагваль заставил ее очистить свою жизнь. Он определил это как подмести свой остров Таналя. Она понимала, как ей повезло встретиться с таким учителем. Ей было еще далеко до объединения двух видов внимания, но ее старательность привела в результате к безупречной жизни, а это и было, по его уверениям, единственным для нее путем к потере человеческой формы. Потеря же человеческой формы являлась важнейшей предпосылкой для объединения двух видов внимания. Внимание под столом – ключ ко всему, что делают маги, продолжала она. Чтобы достичь этого внимания, Нагваль и Хинара обучили нас сновидению, как тебя учили растениям силы. И я не знаю, что они делали с тобой, когда учили тебя улавливать второе внимание. Нас Нагваль учил пристальному созерцанию. Он никогда не объяснял нам, что же он в сущности делает. Он просто учил нас созерцать. Мы никогда не догадывались, что пристальное созерцание – один из способов уловить наше второе внимание. Мы думали, что это что-то вроде забавы. Но это было не так. Сновидящие вначале должны стать созерцающими. Сначала Нагваль положил на землю сухой лист и заставил меня смотреть на него часами. Каждый раз он приносил лист и клал его передо мной. Сначала я думала, что это один и тот же лист, но потом заметила, что они были разными. Нагваль сказал, что когда мы осознаем это, мы уже не смотрим, но созерцаем. Затем он стал класть передо мной кучу сухих листьев. Он велел мне чувствовать их, разбрасывая левой рукой и созерцая их при этом. Сновидящий рассматривает листья по спирали, а затем сновидит узоры, образуемые листьями. Нагваль говорил, что если сновидящий вначале видит в сновидении узоры, а на завтра находит их в своей куче листьев, он может считать, что овладел созерцанием листьев. И еще он говорил, что пристальное созерцание листьев укрепляет второе внимание. Если ты созерцаешь груду листьев часами, как он обычно заставлял делать меня, то мысли утихают. Без мыслей затихает и внимание Таналя. Внезапно твое второе внимание цепляется за что-то в листьях, и листья становятся чем-то еще. Нагваль называл момент, когда второе внимание зацепляется, остановкой мира. И это точно. Мир останавливается. По этой причине рядом всегда кто-то должен быть. Мы ничего не знаем о фокусах второго внимания. А так как мы никогда не использовали его, мы должны воспитать его, прежде чем отважиться на пристальное созерцание в одиночку. Трудность созерцания в том, чтобы научиться утихомиривать мысли. Нагваль говорил, что учит нас этому по куче сухих листьев просто от того, что они всегда есть под руками. Той же цели может служить и любая другая вещь. Когда ты можешь остановить мир, ты стал созерцателем. А так как единственный способ достичь остановки мира состоит в постоянных попытках, то Нагваль заставлял нас созерцать сухие листья годы и годы. Я думаю, что это наилучший способ достичь второго внимания. Он комбинировал пристальное созерцание сухих листьев с поиском рук во сне. Мне потребовалось около года, чтобы найти свои руки, и 4 года, чтобы остановить мир. Нагваль говорил, что когда уловишь свое второе внимание с помощью сухих листьев, начинаешь сновидеть, чтобы расширить его. Вот и все, что касается пристального созерцания. У тебя это звучит так просто, гордо? Все, что делают толтеки, очень просто. Нагваль говорил, что для улавливания нашего второго внимания нужно просто пытаться и пытаться. Все мы остановили мир с помощью пристального наблюдения сухих листьев. Ты и Элихио – другое. Ты сделал это с помощью растений силы. Каким путем следовал Нагваль в случае с Элихио, я не знаю. Он мне никогда не рассказывал. А тебе он рассказывал потому, что у нас общая задача. Но ведь в своих заметках я записал, что мне впервые удалось полностью остановить мир только несколько дней назад. Услышав это, она засмеялась. «Ты остановил мир раньше, чем кто бы ты ни был из нас», — сказала она.
Как ты думаешь, что ты делал, когда принимал эти растения силы? Просто ты никогда не пользовался для этой цели пристальным созерцанием. Вот и все. Нагваль заставлял вас созерцать только кучу сухих листьев? Когда сновидящий знает, как остановить мир, он может созерцать и другие вещи. Потеряв в конце концов форму, он может созерцать все, что угодно. Я делаю это. Хотя он советовал нам следовать определенному порядку в созерцании, я могу войти во что угодно. Вначале мы созерцали маленькие растения. Нагваль предупреждал нас, что такие растения очень опасны. Их сила сконцентрирована, они имеют очень интенсивное свечение и чувствуют, когда сновидящие наблюдают их. Они собирают свой свет и стреляют им в сновидца. Поэтому каждый должен уметь выбрать один вид растения и созерцать только его. Потом мы созерцали деревья. У каждого сновидящего свой собственный вид дерева для созерцания. И в этом плане мы с тобой одно и то же. Мы оба должны созерцать эвкалипт. Взглянув на меня, она, должно быть, предугадала мой следующий вопрос. Нагваль говорил, что с помощью его дыма ты очень легко достигал своего второго внимания, продолжала она. Ты его много раз фокусировал на предрасположении Нагваля, на воронах. Он вспоминал, что однажды твое внимание так превосходно сфокусировалось на вороне, что ты улетел, как ворона, к единственному эвкалипту, который рос поблизости. Об этом опыте я размышлял годами. Я не мог рассматривать его иначе, чем невообразимо глубокое гипнотическое состояние, вызванное психотропными грибами из курительной смеси Дона Хуана, в сочетании с его искусством манипулирования поведением. Он вызывал у меня перцептуальный катарсис, и я как будто превратился в ворону и воспринимал мир как ворона. При этом мое восприятие мира полностью отличалось от того, каким оно было на основании всего моего прошлого опыта. Объяснение Лагорды каким-то образом упростило все это. Потом, продолжала она, Нагваль заставил их созерцать движущиеся живые существа. Он говорил, что маленькие насекомые – это наилучшие объекты. Их подвижность делала их безвредными для созерцания, в отличие от растений, которые извлекали свой свет прямо из земли. Следующим шагом было пристальное созерцание камней. Из-за своей древности и силы камни имеют особый свет, скорее зеленоватый, в отличие от белого света растений и желтоватого света подвижных существ. Камни открываются созерцателю весьма непросто, но это стоит усилий. У камней есть свои особые секреты, скрытые в их сердцевине. Эти секреты способны помочь магу в сновидении. Что же за секреты открывают камни тебе? Когда я пристально смотрю в самую сердцевину камня, сказала она, я всегда улавливаю дуновение особого запаха, присущего только этому камню. Когда я странствую в своем сновидении, благодаря этим запахам я знаю, где нахожусь. Она добавила, что важным фактором при созерцании листьев, камней и растений было время дня. Ранним утром деревья и камни кажутся оцепеневшими, и свет у них тусклый. Около полудня они находятся в самой лучшей форме, и созерцание их в это время проводится для заимствования их света и силы. В конце дня и рано вечером деревья и камни тихи и печальны, особенно деревья. Лагорде казалось иногда, что в этот час они сами созерцают созерцателя. Второй серией в последовательности пристальных созерцаний является созерцание природных явлений – дождя, тумана. Она сказала, что созерцатели могут фокусировать свое внимание непосредственно на самом дожде и двигаться вместе с ним или фокусировать его на заднем плане и использовать дождь как своего рода волшебное стекло, чтобы увидеть скрытые особенности мира. Места силы или места, которых следует избегать, находят при помощи пристального созерцания через дождь. Места силы желтоватого цвета, а неблагоприятные места интенсивно зеленые.
Лагорда отметила, что, несомненно, туман для созерцателя – самая таинственная вещь на Земле, и что его можно использовать теми же двумя способами, что и дождь. Но он нелегко поддается женщине, даже после того, как она потеряла форму. Он все же остается непостижимым для нее. Она рассказывала, как однажды Нагваль заставил ее видеть зеленую дымку перед полосой тумана и пояснил, что это было второе внимание старого созерцателя тумана, живущего в горах, где они тогда были, и что он движется вместе с туманом. Он добавил, что туман используется еще и для обнаружения признаков вещей, которых больше нет, и что настоящее мастерство созерцателей тумана заключается в умении позволить своему второму вниманию войти во все, что раскроет им их созерцание. Тут я рассказал ей, как однажды, когда я был вместе с Доном Хуаном, я видел мост, образованный из полосы тумана. Для меня он был более чем реален. Картина была настолько интенсивной и живой, что я не мог забыть ее. Дон Хуан предсказал, что когда-нибудь я должен буду перейти этот мост. «Я знала об этом», — сказала она. «Нагваль говорил мне, что когда ты достигнешь мастерства и овладеешь своим вторым вниманием, ты должен будешь пересечь при его помощи этот мост тем же способом, каким был осуществлен твой полет в качестве вороны. Он сказал мне, что если ты станешь магом, перед тобой образуется мост из тумана, и ты пересечешь его, чтобы исчезнуть из этого мира навсегда. Точно так же, как однажды сделал он сам. А он тоже исчез через мост? Нет, но ты был свидетелем, как они с Хинаро прямо на ваших глазах вошли в трещину между мирами. Нестор сказал, что Хинаро только помахал рукой на прощание в последний раз. И Нагваль не попрощался, ведь ему нужно было открыть трещину. Нагваль говорил мне, что для этого нужно только сделать жест открывания этой двери, собрав свое второе внимание. Это секрет талтеков-сновидящих, и узнают они его, становясь бесформенными. Мне хотелось расспросить, как Нагваль и Хинаро прошли ту трещину, но легким прикосновением руки к моим губам она заставила меня молчать. Следующим этапом был пристальный взгляд вдаль и на облака. В обоих случаях усилия созерцателей были направлены на то, чтобы позволить своему второму вниманию войти вместо их пристального созерцания. Таким образом, они покрывали любые расстояния или плыли на облаках. При работе с облаками Нагваль никогда не разрешал им созерцать грозовые тучи. Он сказал им, что они сначала должны стать бесформенными, а уж потом смогут совершать подвиги и поэффективней. Они смогут ездить верхом не только на грозовой туче, но и на самой молнии. Лагорда засмеялась и спросила, кто, по моему мнению, был настолько дерзким и ненормальным, чтобы пытаться созерцать грозовые тучи. Я, естественно, предположил, что Хосефина. Так и было. Лагорда сказала, что именно Хосефина пробовала созерцать грозовые тучи всякий раз, когда Нагваль отсутствовал, пока ее чуть не убила молния. «Хинаро был магом молний», — продолжала она. На двух его первых учеников ему указали дружественные молнии. Он говорил, что искал растения силы в очень удаленной местности, где индейцы замкнуты и не любят посторонних. Они разрешили Хинаро бывать на их землях, ибо он говорил на их языке. Хинаро собирал какие-то растения, как вдруг начался дождь. Там поблизости было несколько домов. Но их хозяева были не слишком дружелюбны, и ему не захотелось вступать с ними в контакт. Он уже собирался влезть в какую-то яму, как вдруг увидел юношу на велосипеде, тяжело нагруженным каким-то товаром. Это был Бениньо, посредник из города по торговле с этими индейцами. Он пытался вытащить из грязи свой велосипед, и прямо там в него ударила молния. Хинаро подумал, что он убит. Люди в домах увидели, что случилось, и выбежали наружу. Бениньо был сильно испуган, но жив, а вот его велосипед и товары сгорели. Хинаро остался с ним и за неделю вылечил его. Почти так же все случилось и с Нестором. Обычно он покупал у Хинаро лекарственные растения и однажды напросился с ним в горы. Чтобы больше не платить Хинаро, он решил высмотреть, где тот собирает эти растения. Хинаро специально зашел далеко в горы. Он хотел, чтобы Нестор заблудился. Дождя не было, но сверкали молнии.
Внезапно одна ударила рядом и заструилась по сухой земле, как змея. Она пробежала прямо между ногами Нестора и ударила в камень в 10 ярдах. Хинара рассказал, что молния обуглила ноги Нестора изнутри. Его яички опухли, и он очень болел. Хинара пришлось лечить его прямо там, в горах. К моменту излечения и Бениньо, и Нестор были уже пойманы на крючок. Женщина не нуждается в этом. Женщины добровольно идут на все. В этом их сила, но и недостаток тоже. Мужчин надо вести, а женщин сдерживать. Она захихикала и сказала, что в ней, несомненно, было немало мужского, так как ее надо было вести. А во мне хватало женственности, потому-то меня приходилось сдерживать. Последней серией было пристальное созерцание огня, дыма и теней. Она сказала, что для созерцателя огонь не яркий, а темный, почти черный, такой же, как и дым. А вот тени имеют цвет, и в них есть движение. Оставались еще две вещи, стоящие особняком: пристальное созерцание звезд и воды. Созерцание звезд выполнялось только магами, уже потерявшими свою человеческую форму. По ее словам, созерцание звезд проходило у нее очень хорошо, но она не смогла управляться созерцанием воды, особенно текущей. Маги использовали ее, чтобы собрать свое второе внимание и переправить его в любое место, где им хотелось бы оказаться. «Все мы страшимся воды», — продолжала она. «Река собирает второе внимание и уносит его, и нет способа остановиться. О твоих подвигах по части созерцания воды Нагваль мне рассказывал. Однажды ты чуть было не распался в воде одной маленькой речки, так что теперь тебе нельзя даже купаться. Дон Хуан заставлял меня много раз смотреть на воду в растительной канаве позади его дома, когда я был под воздействием его курительной смеси. Я испытывал невероятные переживания. Однажды я видел себя зеленым, как будто весь был покрыт водорослями. После этого он порекомендовал мне избегать воды. «Было ли мое второе внимание повреждено водой?» — спросил я. «Да, было», — ответила она. «Ты очень любишь индульгировать. Нагваль предупреждал тебя соблюдать осторожность, но ты вышел вместе с текущей водой за свои пределы. Нагваль сказал, что ты мог бы пользоваться водой, как никто другой, но умеренность, к сожалению, никогда не была твоей положительной чертой». Она пододвинула свою скамью поближе к моей. «Это все, что касается пристального созерцания», — сказала она. «Но есть и другие вещи, о которых я должна рассказать тебе до твоего отъезда». «И что же это, Гордо?» «Во-первых, сначала ты должен собрать свое второе внимание для сестричек и для меня. Но я не уверен, что смогу сделать это.